Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре одна из топовых новомодных магнитол, которых у нас сейчас почему-то стало очень много. Цена у них от 8 до 10 тысяч рублей. Это магнитола 9 дюймов с памятью 4+64. И как так получилось, что магнитола с памятью 464 стоит такую небольшую сумму, сейчас мы вам все подробно расскажем. Начнем с того, что у нас в магазине эта магнитола не продается. Мы покупали ее специально, чтобы сделать на нее обзор, показать зрителям, что она из себя на самом деле представляет. Сейчас мы разберем, что за зверь этот тигр, и покажем вам все, что нужно знать. Единственная просьба, чтобы видео потом распространилось, поддержите, пожалуйста, там лайк или сделайте какой-то репост, потому что таким образом вы поможете многим людям разобраться в этой конкретной магнитоле. Я, кстати, рекомендую всем досмотреть это видео до конца, потому что вполне возможно, что вам тоже нужно проверить вашу магнитолу, чтобы проверить, действительно ли у вас в автомобиле установлено именно то, о чем вы думаете. Итак, начнем с коробки. Только не пугайтесь, я уже повторялся, что у нас в магазине такое не продается, но таких магнитол можно найти полно на Wildberries, на Озон. Изначально, когда мы эту магнитолу покупали, мы видели не это. Мы посмотрели объявление, вот это вот, цена у магнитолы 8000, и на фотографии изображена магнитола, у которой установлен виджет с навигатором. Даже когда это объявление увидел, сразу же первое, что я понял, что такого быть не может. Естественно, решил эту магнитолу заказать и посмотреть, что есть на самом деле. После получения магнитолы мы открыли коробку, она пришла в картонной еще коробке через Авито, и увидели вот эти вот надписи. Также видим, что здесь наклейка, это наклейка, она приклеена сверху, видите, ее можно оторвать, отрывать ее я не буду. То есть вот эти наклейки приклеены здесь, приклеены, где они у нас, вот здесь. Название вот это вот от известной магнитолы TIS CC3464. То есть раньше просто писали Пионер с различными приставками DV, OK, а сейчас еще решили маленечко под TIS закосить. Не знаю, куда смотрит TIS, потому что по сути это нарушение авторских прав. Подобные случаи у нас в стране уже были, когда ответчиков привлекали. Но не суть. На самом деле коробок может быть и не Пионер, там может быть вообще что угодно быть наклеено. Не обязательно Пионер. Коробок есть целая куча. Вот я вам сейчас еще приведу одно видео. На ютубе я увидел. Я бы так-то вообще этих магнитол вообще не касался. Я увидел на ютубе видео, где человек просто косит под наш манер. Это уже не в первый раз я такое замечаю. И рассказывает о том, что у него магнитола 464. Всем хорошей музыки, господа. Представляем еще одну модель от CarLife. Это у нас модель A5 Pro. Модель на 4-ядерном процессоре. Данная модель заявлена как 2.64. Это не совсем верно. Это упаковка неверная к этой магнитоле. По проверке на этой магнитоле у нас 4.64 оперативной памяти. Обратите внимание, что тут еще указано, что процессор якобы 64 бита. То есть на это тоже внимание обратите. Хороший IPS дисплей с HD качеством, с разрешением 1280 на 720. Магнитола уже на 13-м андроиде. Вот когда я уже услышал, что 4-ядерная магнитола на 13-м андроиде, это было первое, что я прокомментировал. Насчет этого я ему и возразил. Стоит отдать должное, он комментарий не удалил и решил оставить эту дискуссию здесь, то есть в чате ее до сих пор можно увидеть. Но на самом деле просто он верит в то, что эта магнитола действительно 4.64. В комплекте у нее очень интересные вещи, сейчас мы о них поговорим. Давайте посмотрим, что у него в комплекте за интересные вещи. Знаете, кстати, вот это вот мы показывали про 2.32 вот с этим мизерным кулером, которое еле фурычило. В комплекте, значит, у нас идут RCA кабель, MK2 для подключения к управлению кнопок на руле, кабель под скрутку, ил, 2 USB провода, приятно, и микрофон. Это все интересные вещи, которые тут есть. Яркость встроенных файлов, приложение По карты. поводу памяти, он вообще никуда не заходит. Вот лаунчер показал.
общие настройки. Из этого есть параметры. Это магнитола у нас уже в обзоре была. Это MT8163. Точно такой же поступок был у нас. Вот он. От магазина Крапива. И тут про точно такую же магнитолу MT8163. И вот этот вот очередной продавец, который мне сказал: ничего ты не знаешь. Ну, конечно, я ничего не знаю. Просто так сижу здесь. Давайте откроем Яндекс Навигатор. Покажет быстро из него таги. Троек. Я надеялся, что он хотя бы в настройках покажет информацию, что 4.64, но он даже в эти настройки не зашел. Хороший вот. То есть как бы вот все, разделение на два экрана, что есть в любой магнитоле. Стандартная комплектация и процессор MT8163, который он тут тоже не показал. Процессор 32-битный, соответственно там тоже 4 гигабайт быть не может. Я ему скину здесь, после того как смонтируем видео, я сюда ему скину ссылку на наш ролик. И можете попросить его, чтобы он тоже проверил вот эту конкретно магнитолу и показал, что там 4 гигабайта оперативки. После того, как я над ним посмеялся, он мне в ответ решил грубануть и сказать, что я ничего не знаю. Ну, раз я ничего не знаю, вот я записываю ролик. Здесь я не буду говорить ни название продавцов, ни какие это магазины, потому что объясню еще раз. У меня не цель затопить какого-то конкурента, просто цель показать, что у нас есть сейчас на рынке на самом деле и что находится внутри вот таких вот коробок, которые люди покупают и оставляют при этом почему-то положительные отзывы. Единственный негативный отзыв, который я нашел, это вот этот вот, что человеку продали 4-ядерную магнитолу, 4-ядерную, якобы с 6 гигабайтами, но при этом было еще и написано, что она 8-ядерная, за 11 тысяч рублей. Так, вот это, кстати, тоже сейчас заметил наклейка, DDR5X. DDR5, ну конечно, за 8 тысяч вы купите память DDR5. Год назад уже была волна, когда делали магнитолы с поддельной памятью. Мы выпускали видео, как это все разоблачать. Видимо, год прошел, эффект ушел. И начались еще большие поползновения в сторону обмана пользователей. Сегодня в конце видео я расскажу, откуда эти пользователи берутся и что делать в таких случаях. Однако давайте коробку отложим. С коробкой, думаю, все понятно. Итак, внешний вид. Начнем с внешнего вида. В целом магнитолу пытались сделать похожей на премиальную. То есть, ну вот у нас магнитола есть премиального сегмента с процессором 7862. Корпус пытались заточить именно под нее. Но сейчас объясню, в чем тут сразу же разница. Во-первых, вот эта магнитола легонькая. Весь вес, который в ней есть, это вес дисплея. Эта магнитола весит 700 грамм. Вот эта магнитола весит 700 грамм. И вот премиальная магнитола. То есть даже так сходу можете заметить, что у этой отличается блеск. Здесь и вот эта часть выполнена из металла, и вот эта часть выполнена из металла. Причем у него тут такой тонкий пластик, что его когда рукой вот трогаешь, чувствуется, что он тонюсенький. По звуку это понятно. Тут вопрос, как понять, из металла она или не из металла. Вроде бы внешне они сделали похоже, раньше был пластиковый черный корпус, вообще с другими отверстиями, а сейчас их стараются максимально делать похоже под дорогие магнитолы. Но суть в том, что вот эта тогда она еще осталась металлическая, потому что это радиатор, от него, слава богу, никуда не дет. Я сейчас не говорю ни про оптический выход, ни про то, что тут есть 4G, это я вообще не говорю. Я говорю про внешнее само отличие, то что здесь пластик легонький пластик. Чтобы отличить металлический у вас корпус или нет, можно прикоснуться к чувствительной части руки. То есть, когда вы прикасаетесь к металлу, вы чувствуете холод. Когда вы прикасаетесь к пластику, вы холод не почувствуете. И здесь эта разница сразу видна. То есть температура у пластика и у металла, она одинаковая, но при этом ощущения у руки будут разные. А так внешне вроде бы они как бы похожи сразу. То есть если вы где-то видели их по фотографиям или по видео, вам трудно будет отличить. Но по факту и вес у нее отличается от тяжелой магнитолы. Даже если взять бюджетную нашу магнитолу, у нее вес больше, чем вот у этого существа. То есть, ну и тут сзади приделан кулер, который на такой магнитоле роли вообще не сыграет, ничего не охладит на ней.
потому что процессор четырехъядерный, он и так работает на максималках, он лучше работать не будет. Проговорили про вес и про корпус, но это не самое страшное, что можно встретить в магнитоле. Легкий вес корпуса — это вообще как бы не критично для устройства, если оно установлено в машине. Мы сейчас будем говорить о других отличиях. Вот здесь у нас в стенде сейчас находится испытуемая магнитола, и рядом я подключил еще одну магнитолу, которая уже наша, она сейчас запускается. Она из бюджетной серии, она 9 дюймов 2.32, а здесь у нас, напоминаю, 4.64 якобы. Значит, первым делом, что нас тут интересует, действительно ли здесь 4.64. Смотрите, продавцы, которые недобросовестные, которые знают, как замаскировать правду, они в основном прикладывают скриншоты программы AIDA 64. А программа AIDA 64, она не способна определять реальный размер оперативной памяти. Сюда я установил две программы, которыми мы обычно тестируем магнитолы. Это Device Info и Geekbench 5. Причем я не знаю, что китайцы сделали. Geekbench 5 у меня не хотел никак устанавливаться. Я использовал несколько версий, и одна из них встала. Ссылки на все эти программы я оставлю в описании. То есть вы их сможете у нас скачать и проверить свои магнитолы. Точно так же, как это делаем сейчас мы. И давайте вот мы зайдем сейчас в обе эти программы. Сначала зайдем... Нет, давайте, чтобы честно было, сначала зайдем мы в настройки. Настройки похожи на магнитолу Jack, но нет, мы к настройкам позже вернемся. Так, смотрим, написано DDR в итоге 4, памяти в итоге 64. Доступно, причем 39 гигабайт. Из 64 доступно всего 39. Мы не будем проверять, действительно ли тут 64, нам эта задача вообще не важна. Все люди ориентируются на оперативку 4 гигабайта. Но из внутренней памяти тут что-то не в порядке, потому что из 64 доступно 40 на новой магнитоле, это какой-то бред. Так, возвращаемся в программу Device Info. И смотрим, даже в Device Info, которая не предназначена для проверки оперативки, показывает, что тут 2 гигабайта ОЗУ. То есть она показывает приблизительно. Китайцы подделывали, но не доподделывали, потому что обычно Device Info не показывает реальную память. Мы заходим на вкладку «Память» и смотрим. Из 2 гигабайт свободно у нас, 650 мегабайт свободно из 2 гигабайт. Чем они заняты остальные? Вообще непонятно. Тут из интерфейса толком нет ничего. Позже мы к этому вернемся, я вам покажу, что тут есть, чего нет. С этой памятью из 2 гигабайт на бюджетной магнитоле много каши вы не сварите. О ее способностях мы говорим чуть позже. Так, и самая программа, которой мы обычно проверяем именно оперативную память, это Geekbench 5. Сейчас Geekbench 5 нам покажет, что тут есть на самом деле. Так. Про версию Android я, конечно, молчу, то есть тут не может быть никакой ни 10, ни 11, ни 12, ни 13. 13 версии вообще в принципе не существует, 14 в принципе не существует на магнитолах. На этой магнитоле 8 версия Android стоит, то есть это тоже обман. Тут даже навигатор невозможно установить в лаунчер, то есть лаунчер не рабочий, он просто нарисованный. Хотя на фотографии было показано, что он должен быть, на самом деле тут его нет. Тоже позже к этому вернемся. Смотрите, вот показывает Geekbench, что тут памяти 1,92 гигабайта. 2 гигабайта, не 4. Не 4. Это магнитола обычная с памятью 2.32, но тут, конечно, увеличили 32 до 64. Такие магнитолы сейчас есть, 2.64. Китайцы их специально сделали, чтобы подделывать вот такую вот херню. Но на 4.64 это никак не тянет. Вообще никак. То есть это 2.64. Хотя на коробках везде пишут 4.64. Почему? Потому что очень много людей, которые покупали магнитолы, которые в них не разбираются, все рекомендуют, покупайте не меньше 4.64, покупайте не меньше 4.64. И в связи с этим основная подделываемая магнитола 4.64. И на 6 гигабайт тоже магнитолы подделывают. Неважно, сколько там гигабайт, память может быть поддельная. Если вы покупаете что-то подешевле и хотите обмануть там кого-то и думаете, что вот вы сэкономили, в итоге вы можете нарваться вот на такое вот устройство. И как комментарий был от человека, что там 6 гигабайт на 4-ядерной магнитоле, это тоже подделка. На 4-ядерных магнитолах не может стоять ни 6, ни 8, ни 4 гигабайта. Даже если их туда воткнут, они работать просто тупо не будут. Этот процессор не потянет такую нагрузку. Вернемся еще раз у нас в Device Info и центральный процессор. Информация у нас. В нем 4 ядра, 32-битный 4-ядерный процессор.
Вот его частота 408 до 1,5 МГц. Это 1,5 это максимальная, то есть это его еще разогнать надо, умудриться до 1,5 ГГц. В целом этот процессор не самый плохой, но писать, что он потянет 4 гигабайта, это обман. Не потянет он 4 гигабайта. Итак, с памятью разобрались. Память тут не настоящая, но опять же напомню, что цена вот такой магнитолы всего 8000 рублей. На это как бы делается ставка, что нормальная магнитола на 2.32, допустим, стоит 7, да, 7500, а тут решили сделать на 1000 подороже, продать как бы такую же магнитолу на 2.32, пусть она будет 2.64. То есть, на 1000 рублей купила, 4 гигабайта оперативки, классно. Нифига не классно. Теперь давайте возьмем ситуацию и представим, что вот у нас магнитола 2.32, допустим, будем на нее переключаться сейчас иногда. И магнитола 4.64. Даже представим, что если они стоят одинаковую стоимость. Сейчас покажем между ними реальную разницу. Итак, поехали по отличиям. Первое отличие – интерфейс. Вот здесь у нас есть одна только оболочка. В ней можно поменять расположение, цвет и расположение самих виджетов. То есть, где будет главное окно, где не главное окно. Это все, что тут у нас есть. Это единственный лаунчер, который установлен в системе. Здесь нет приложения с темами. Вот, посмотрите. Его нет. Здесь в настройках невозможно поменять никак лаунчер. То есть вот картинка при запуске можно, обои можно поменять, да, фон. Но лаунчер нет. То есть, если у вас получится, я не буду пробовать, но если получится, можно установить сторонний лаунчер. Почему я говорю если получится? Потому что, когда я начал устанавливать на эту магнитолу приложение, я столкнулся с колоссальными просто проблемами, потому что не все приложения на нее устанавливают. Итак, первое отличие. Вот у нас мы видим один лаунчер на такой магнитоле 4+64, которая стоит 8000. И вот берем магнитолу 9 дюймов, тоже 2.32. Зажимаем. И тут у нас уже встроенных, только встроенных 49 лаунчеров. 49 на любой вкус и цвет. Такие, сякие. Да, так как она бюджетная, они все будут без виджета с навигатором. Но на бюджетную магнитолу, на 4-ядерный процессор в принципе невозможно установить виджет с навигатором. Все вот такие вот виджеты это обманки. То есть сюда навигатор не поставить и сюда навигатор не поставить. Он будет максимум, что показывать, это скорость. Но тут их 49, а здесь один. Это стоит у нас 77500, это стоит 8. Дальше поехали. Очень важная функция, ради которой берут Android магнитолу, это навигатор. Тут, если мы заходим в навигатор, сейчас интернет подключен. Если мы заходим в навигатор, мы все еще в него заходим. Так, ладно, хорошо. Хорошо. Заходим в навигатор. Смотрим. О, видите, как он работает быстро. И зайдем в версию о программе. Тут у нас установлена версия 6.6.0.0. И с этой версии 6.0.0 вы намучаетесь. Вы посмотрите, она просто... Что ты делаешь? Она просто тупит. Это просто тупущая ерунда. Давайте вот теперь... Эта магнитола, она у нас еще к интернету не подключена. Подключим ее сейчас к интернету. Там все еще что-то работает. То есть все в реальном времени происходит. Заходим, к интернету подключились. Так, навигация. Вот у нас тут установлен Яндекс Навигатор. Мы в него тоже сейчас первый раз заходим. Здесь у нас установлен облегченный Яндекс Навигатор. Он доступен для всех пользователей. Видите, то есть видите, если я нажимаю, ничего нигде не виснет. В обоих этих навигаторах, так как это обе старые версии, просто эта версия 6.0, она плохо работает с навигаторами, а тут другая версия, она упрощенная, она специально сделана для бюджетных навигаторов. Но в обоих случаях тут работает Алиса, и она откликается на команду, не просто Алису ее надо позвать, а сказать «Привет, Алиса». Сейчас давайте посмотрим быстродействие. Вот, я сюда уже сказал, она уже нам ответила. «Привет, Алиса».
Поехали в VRMall. Принято. Вот идет у нас поиск маршрута. Здесь маршрут уже нашелся. Здесь ничего не нашлось. Здесь она у нас уже поехала. Видите? Уже стрелочка. Все, мы можем ехать спокойно. А тут у нас что происходит? Поиск местоположения. Обе магнитолы подключены к одному и тому же Wi-Fi. И у них одинаковые условия работы. Вот она у нас все еще ищет. Все еще ищет маршрут. На касание реагирует не сразу. Вот, в общем, разница. На этой магнитоле мы уже едем. На этой магнитоле у нас идет поиск. Вот этот навигатор сделан специально для бюджетных магнитол. Здесь он установлен без проблем, он работает. На этой магнитоле установлен другой навигатор версии 6.0. И как бы вы спросите, а что же мешает вам, уважаемый автор, установить сюда тоже облегченный навигатор? Сейчас я вам покажу. Здесь Яндекс Навигатор, мы его пытаемся удалить. Это системное приложение, его нельзя удалить. Его нельзя удалить. И установить другое приложение Яндекс Навигатора нельзя. Все, вы будете жить только вот с этим Яндекс Навигатором. Никто вас об этом не предупредит. Вы будете просто с ним жить, с таким, какой он есть. Здесь, если мы захотим удалить приложение Яндекс Навигатор, нажимаем на него, он предлагает удалить. Все. Если мы нажмем ОК, он его удалит. Вообще без проблем. Вообще вот спокойно взяли и установили. Сюда бы я установил облегченный, ну нельзя. Вот такая вот. С Geekbench 5 я тоже намучился, он у меня не вставал. Я думаю, специально на него какую-то блокировку поставили на последней версии. Я скачал несколько версий, я вам их скинул, вот которая именно сюда установилась. Объясню, в чем дело. Проверять вот этим приложением я рекомендовал уже больше года назад. Я снял большой ролик, показал, вот этим приложением можно проверять. До этого китайцы об этом приложении особо как бы и не знали, что им можно проверить память. Они рассчитывали на AIDA 64, что можно подделывать под AIDA, и AIDA показывала то, что они хотят. А это приложение не показывает то, что они хотят. Сейчас, когда китаец мне присылает какое-то предложение, он уже приделывает видео, где результаты программы Geekbench, что оно не поддельное. Но я в любом случае работаю только с одним поставщиком, который у меня закрепился. Пока лучше него я поставщиков не нашел по такой же цене. В общем, с файловой системой самой магнитолы, с установкой приложений проблемы. На этой магнитоле проблемы, на этой магнитоле ставим себе спокойно, что хотим. И, соответственно, Яндекс Навигатор поверх этого навигатора не установится. То есть это системное приложение, вы с ним намучаетесь. Я вам сейчас не говорю вообще всю подноготную магнитолу, я просто говорю именно то, с чем обычный пользователь работает. То есть вот интерфейс обычно, с чем пользователь работает. Да, вот навигатор, с чем обычно пользователь работает. Сейчас я вам покажу еще настройки. Вот на этой магнитоле у нас есть настройки. Тут у нас все вроде на русском, все нормально написано. Вот задержка, выключение, заходим, настраиваем спящий режим. Заводские настройки заходим. Все настройки на русском языке, все понятно, куда что нажимать. И на это тоже ушло много времени, на то, чтобы довести перевод до ума. Тут, по крайней мере, все понятно, все доступно, все видно. Перейдем сюда. Настройки. Здесь все нормально. Но настройки приложений, чтобы удалить, допустим, какое-то Яндекс приложение или еще что-то, тут нет такой опции, чтобы зайти в приложение, управлять кэш, там очистить или еще что-то. Такого нет, к сожалению. Зато есть вот заводская установка. Заходим в нее, пароль подбираем. Кстати, пароль подбирал я наугад. В самой коробке с магнитолой не было даже инструкции. И мы попадаем вот в такое меню. Здесь просто трэш. Чтобы понять, где какая настройка, нужно в нее заходить. И я вам сейчас покажу одни из самых интересных настроек. Вот это вот, например, перекнопкитель. Ну, понятно же, что да, перекнопкитель — это перекнопкитель. У нас это как обычно. И здесь вкнопкить, выкнопкить, вкнопкить, выкнопкить, вкнопкить, выкнопкить. Скачанное. Хотите скачанное вкнопкните, хотите скачанное выкнопкните. Вы решаете, что будете вкнопклять. Звуковой эффект хотите выкнопките. Вот, пожалуйста, хоть что вкнопкляйте. Ой. И тут практически все такие настройки. То есть
Максимальная скважинность ПВМ подсветки. Вы же знаете, что такое скважинность? В школе проходили? Время выдержкового выключения. Тоже, думаю, ни у кого вопросов не возникнет, что это такое. Дисклеймер при включении, да, вот. Все, что хотите, можете здесь делать. Логотип хотите, меняйте. Загрузочную анимацию хотите, меняйте. Только как? Не знаю, как хотите, так и меняйте. Сейчас найду самое лютое, вот это вот. Виртуальный, сенсорный, кнопкийный перекнопкитель. La encontré. Виртуальный, сенсорный, кнопкийный перекнопкитель. Я с первого раза это произнести не смог. Хотя я легко произношу Магрипа Харипулаевна, вот кнопкийный перекнопкитель, это даже для меня сложно. Понятно, что это вот этот вот ассистент, как он где, вот он всплыл. Но такой перевод, кнопкийный перекнопкитель, это просто трэш. Вот это вот все, что мы взвесим, вот это вот все, 9 дюймов 4,64, плюс к тому же на фотографии они показывают, будто тут лаунчер можно остановить, будто все продвинуто. Но это перебор, ребята. Нельзя так работать, нельзя. Ты имеешь право продавать эту магнитолу за 8 тысяч, тебе никто не запрещает. Ты напиши правду, покажи настоящие фотографии, напиши здесь 2,64. Ко мне тоже приходят магнитолы, у них в системе вот 8.1. 8.1 в системе, потому что я с поставщиками ругаюсь. Здесь 2 гигабайта, они мне присылают, допустим, 3.32, я ведь и продаю их как 3.32, я знаю, что там 2, я продаю как 2. Тоже никто не мешает, я знаю, как тут поменять цифру с 2 на 4, знаю, как тут поменять цифру с 32 на 64, я все это знаю. И когда я у них спрашиваю, зачем вы делаете, зачем вы пишете 3 гигабайта, зачем вы пишете 4 гигабайта, они говорят, Алиэкспресс. Вот, Алиэкспресс продает, а потом еще у нас оптовики покупают. Такие же. После того, как я разницу показал, основная, конечно, моя претензия, это не кнопкийный перекнопкитель, а то, что люди ее продают как магнитолу с памятью 4,64. Откуда берутся эти люди, сейчас я вам коротко расскажу. Их на самом деле есть две категории людей. Давайте начнем с первой. Первая — это мамкины бизнесмены. Он захотел попасть в товарный бизнес, он ищет нишу какую-то для себя, выбирает, смотрит Android магнитола. Продается Android магнитола 4 плюс 64, допустим, 12 500, 13 тысяч. Да, нормальная магнитола с реальной памятью на 8-ядерном процессоре. Реальные 4,64, уже там и виджет есть, и все. Но он об этом еще не знает, чем они отличаются. Он видит цифры 4 плюс 64, стоит 12 500. Такого мы уже показывали недавно, у нас было Крапива, который продавал нечто подобное, но этот, ладно, за 8 продает, а тот за 12 500 продавал. Он видит, ищет поставщика. А такие поставщики у нас есть. Первые поставщики — это из Китая, но китайцы предупреждают обычно, что у нас, внимание, у нас тут на самом деле 2.32, а будет написано 4.64, предупреждаем. Обычно они так делают, большинство китайцев. Есть второй поставщик, это Казахстан. Казахстан имеет крупную сеть по всей стране, очень известный поставщик, с рыбой связанный, не буду вслух его произносить, чтобы не говорили. Они у себя в прайс-листе продают магнитолы 3.32, 4.64, 6.128. Я у них даже нашел 12 гигабайтную магнитолу, за 30 тысяч почти они продают. Они продают вот эти вот магнитолы, и оптовик смотрит, ой, а тут магнитола 4.64 всего 5000 рублей стоит. Прикольно, а продают ее за 12 500. Но он мамкин бизнесмен, он еще вчера от титьки оторвался, а сегодня он хочет что-то попробовать продавать. Он не знает, что поставщик на самом деле его обманывает. Он берет эти магнитолы, закупает, его этими, значит, какахами накормили, он эти какахи схавал, верит в них, что в этой магнитоле 4.64. Он либо не знает, да, как проверять, либо ему похер, ему не интересно. Его задача на сегодняшний день продать. Он купил, он уверен, что у него 4.64, и он продает 4.64. Дальше у них есть два выбора. Первый выбор — это продавать ее за 12 500, как и все нормальные, да, продают за 12 500. И второй выбор, вот как здесь, продавать за 8 тысяч. Ну, типа, что, подороже поставлю чуть-чуть. Прибыль-то все равно хорошая, как бы не маленькая. Вот, это мамкины бизнесмены. То есть они сами не знают, что они продают поддельные магнитолы. Их обманывает оптовик очень крупный. Такие оптовики, это у нас в основном из Казахстана идут. То есть они просто
Написали 464, вот эти вот наклейки понаклеили и отправили сюда. У нас в России действует российское законодательство, поставщик из Казахстана. А сам поставщик из Казахстана берет эти магнитолы из Китая. Просто он с производителем договорился, вы напишите, что там 464, а мы на коробку наклеечки наклеим, и все типа чин-чинарем. Вот этот поставщик казахстанский, он поставляет вот такие вот магнитолы, продает их, и люди их успешно покупают и, соответственно, выставляют. Вот это мамкины бизнесмены. Они не знают, что продают, и им не интересно, правда это или нет. Зато они успешно снимают видео, вот такие вот, и говорят, у меня 13 Android, 4-ядерный процессор, 4 гигабайта оперативки. Это у нас мамкины бизнесмены. А когда я им говорю, что ты врешь, и это то, что ты говоришь, это смешно, он мне говорит, ты ничего не знаешь. Ну, слава богу, я ничего не знаю, зато ты умный мамкин бизнесмен. И вторая категория людей – это барыги. Вы можете меня барыгой называть, мне без разницы, мне все равно, меня уже как только не называли. Кого, например, я считаю барыгами? Барыги – это тот, который уже знает, что он продает на самом деле 2.32, но изображает из нее 4.64. Он все это прекрасно знает. Он либо осведомлен уже поставщиками, либо поставщики китайцы, либо поставщики из Казахстана. Он знает, что он продает 2.32 на самом деле, 2.64. Он об этом знает, но все равно он продает ее как 4.64. Вот это уже называется барыги. Он уже осознанно обманывает людей, делает вот эти вот фотографии. Он знает, что тут нет навигатора в этом окне. Он знает, что тут навигатор сюда в это окно не поставить. Он 100% знает, он ее включал, он ее проверял. Но на фотографии на Авито у него поставлена фотография с навигатором. А потом, если мы спросим у него, допустим, а почему тут фотография с навигатором, а мне пришло без навигатора, он скажет, это просто у вас другая модель, а вот эту модель, если вы хотите взять, надо 22 тысячи платить, а не 8. Ну, примерно, я говорю, примерно вот так с ними диалог происходит. Если у кого-то из вас была подобная ситуация, оставьте, пожалуйста, в комментариях отзыв, потому что мне обращались уже не один раз десятки людей, я показывал ролики с этими обращениями, как человек купил на Озон за 10 тысяч, там оказалось 2 гигабайта, как еще кто-то где-то купил. Уже не первый раз это видео, но просто сейчас почему-то, несмотря на то, что мы препятствуем этому, есть ведь много нормальных ребят, которые продают реально то, что есть на самом деле. Много нормальных ребят. И в Абакане есть ребята, и в Москве, и в Питере есть ребята. То есть те люди, которые за качество за свое отвечают, и отвечают за то, что написано на маркировке. Если там 4, то там 4. Если, допустим, мы говорим, что 2, значит там 2. Такие люди есть. Ну, несмотря на то, что мы пытаемся сделать это все по-нормальному, все равно всплывают вот такие вот продавцы и пишут, что 4 плюс 64. Вот, если вы попали в такую ситуацию, как клиент, купили у продавца, отправьте ему это видео, покажите, сделайте точно так же проверку этими программами, покажите фотографии и скажите, что товар действительно не соответствует заявленным характеристикам, попросите либо обменять, либо сделать скидку за то, что вас обманули. В общем, вам решать. Главное, что у вас есть теперь факты, которыми можно апеллировать в адрес продавца. А если вы продавец, если вы увидели это видео, то вы уже никак не избежите ответственности перед законом. Если, допустим, даже вы попали в категорию мамкиных бизнесменов и не знали до этого раньше, что бывает магнитола с поддельной памятью, теперь вы знаете, что у вас магнитола с поддельной памятью, теперь закон явно не на вашей стороне. Винить уже будут не поставщика. Если вам клиент отправил это видео, то все, вы уже становитесь ответственным за то, что вы продаете. Если вы сегодня посмотрели, а завтра снова продаете 4.64, то вы переходите во вторую категорию барыги. У нас есть несколько государственных органов, которые регулируют эти вопросы. Первое, для физлиц, это у нас прокуратура занимается решениями таких вопросов, и МВД. А для юридических лиц это то есть, допустим, я продаю магнитолы по 2.32, а конкурент их продает и говорит, что это 4.64 на самом деле. То есть для таких юридических лиц уже есть Федеральная антимонопольная служба. Она запрещает указывать поддельные характеристики при продаже товара, потому что это нечестная конкуренция называется. И если Федеральная антимонопольная служба докажет, что действительно продавец продавал устройство, которое не соответствует заявленным характеристикам, на основании этого решения уже юрлицо обращается в суд с целью возместить потери, потому что в результате нечестной конкуренции он потерял сколько-то там часть своих клиентов. Все это уже предусмотрено в законе, все решается. Я вам показал, еще раз говорю, не все отличия, не все. Я не говорю, не покупайте эти магнитолы. Ключевое, вы их можете покупать, если вы считаете, что она стоит своей цены 8 тысяч, либо их продают за 12 тысяч. Если вы считаете, что она действительно стоит этой цены, покупайте. Если вам нравится то, что тут один лаунчер, и если вам нравится, что тут проблемы с настройками, что тут невозможно заменить Яндекс.Навигатор, пожалуйста, покупайте. Мы в своих роликах всегда показываем всю подноготную своих магнитол.
Показываем, вот тестирование на память, вот тестирование, значит, на скорость работы процессора. Вот так вот работает навигатор. Я вам только что показал две разницы. Особенно для тех людей, которые говорят, везде одинаковое говно. Не везде, сука, одинаковое говно. Да, это может быть простенькая магнитола, бюджетная, но она, сука, работает безотказно. Она работает, а вот с этим вы намучаетесь. Если нравится вам, пожалуйста, покупайте. Я никогда не говорю, покупайте только у меня, ни у кого другого. Нет, я никогда так не скажу. Я показал, как есть, и говорю, вот, смотрите сами. Нравится? Берите. Не нравится? Берите в другом месте. Вообще мне без разницы. Просто, я говорю, уже год назад снимали такой ролик, там было нашествие магнитолы под АФО, ее аж прямо в торговых центрах открывали точки с этими под АФО. Сейчас новый какой-то этап пошел, 4 плюс 64, уже CC3 туда приклеили. Просто какой-то перебор. Так что вот, имейте в виду, я вам специально эту магнитолу показал, специально назвал это видео топовая магнитола, чтобы больше внимания привлечь именно к ней, потому что ее так именно и позиционируют. Те продаваны, которые ее продают, именно так и позиционируют. Говорят, вау, 13 Android, вау, 4 гигабайта, посмотрите. Вот, посмотрите, что вы действительно будете покупать. Есть причем и другие магнитолы с другим интерфейсом, где там можно и лаунчер поменять, и все это есть. Но у них все равно нету 4 гигабайт. Просто я вот эту магнитолу взял наугад, посмотрел, что там аж лаунчер прикрепили на главный экран. Думаю, ну, я же знаю, что таких чудес не бывает. Ну, давай возьму вот специально, чтобы проверить. Вот прям мне вот повезло. Вот именно такое вот устройство я получил. У нас сейчас готовится очень большой выпуск, где у нас будет такой некий баттл, соревнование, где будем сравнивать характеристики разных магнитол именно по оперативке. Какая магнитола все-таки по оперативке лучше. И вот эту магнитолу, видео из этой магнитолы мы туда тоже встроим, чтобы показать, что бывает на самом деле. Потому что вот этот вопрос про оперативку, он остается у многих людей. То есть, что лучше брать? 2 гигабайта мне хватит, или 3 надо взять, или 4. Кто-то говорит, что берите не меньше 6, а кто-то говорит, что у меня 6 гигабайт, лучше взять 8. И вот, чтобы на эти вопросы по оперативной памяти ответить, мы сейчас готовим очень большой выпуск, посвященный именно оперативной памяти магнитол. Мы уже подготовили образцы, специально для этого видео мы взяли вот эту вот магнитолу. Мы не ожидали, правда, что она настолько будет идеальной для видео. И раз мы с ней столкнулись, решили записать видео именно про нее. Будем признательны, если вы поможете там распространите это. Если распространите, напишите комментарий. Любой комментарий будет считаться успехом для продвижения. Лайк поставить. Любая реакция на это видео будет положительно распространяться. Поэтому больше людей посмотрит этот ролик именно до покупки, а не после покупки, когда уже попали в эту ситуацию. Чтобы им не нужно было потом выяснять, кто прав, а кто виноват. Смотрите еще в чем разница. Вот когда покупал на Авито, эту магнитолу заказывал, обычно продавцы дают гарантию 14 дней на возврат. Здесь этой гарантии нет. Сейчас мы не знаем, то есть мы, может быть, даже не сможем вернуть эту магнитолу обратно. Вполне возможно, что мы ее не вернем. В общем, ждите новый большой выпуск. Если вы раньше с нашим каналом не сталкивались и хотите все-таки узнать, не ждать большого выпуска, есть у нас уже прошлогодний ролик на канале, где мы посвятили очень много времени выбору Android магнитол. Там вся эта информация уже есть, и вы можете пользоваться, вы ее можете смотреть, изучать. Там есть ответы на эти вопросы. Просто в новом выпуске мы будем уделять внимание именно вот оперативке, то есть именно оперативной памяти и всем мифам, теориям и так далее, которые сложились вокруг нее. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока.